Hi guys! Как многие из вас знают, моя сестра Ира поступила в Vanderbilt University. Это один из самых лучших университетов США. И сегодня я еду за ней, чтобы забрать ее на каникулы в честь Thanksgiving. И мне стало интересно, а как выглядит университет, как выглядят будни студента. Поэтому сегодня вы вместе со мной поедете за Ирой, и мы посмотрим и расспросим ее, как же она там живет. Для вас этот переход будет всего лишь секунда, а для меня это 5 часов дороги на машине. Так что поехали! Окей, я уже здесь. Сейчас будет первая встреча с Ирой за 3 месяца. Кто это? Алло, ты приехала? Привет, Ира. Какая неожиданная встреча. На кепку. Первое, куда Ира меня привела, это кафетерий. Да, реакцию на еду. Так, у нас здесь есть картошечка, мясо и какая-то трава. Попробуем гриб. Он невкусный. Ну, попробуй. Ну, обычный, знаешь, виски какой-то. Да. Картошка. Картошку невозможно испортить. Давайте попробуем. Она, кстати, нормальная. Ну, так я макни ее сюда. Соусом она вкуснее. Сейчас я так попробую. Сегодня Ира проведет нам экскурсию по ее университету. Ира, хочешь сказать какие-нибудь слова напутствия? Никаких слов. Это большой университет. Окей, что ты хочешь нам показать? Вот это сзади здание. Алена, покажи весь. Это Wyatt Center. Тут проходит обучение education и something else. Не знаю точно. По-моему, history, может быть. Я знаю, что history и archaeology там. Потому что у меня там археологи. А сейчас куда мы идем? На main campus. Если ты снимешь вот там, то там тоже дома первокурсников. Их 10 всего. Это археология. Археология, окей. О май гад. Как будто в какой-то храм Зевса зашли. А что это за мужик? Хз. Так его зовут? Хз? Ира, что ты можешь рассказать про этот класс? Весело. Что вы там делаете? Мы изучаем в основном базовые лекции археологии. В смысле, что ты должен делать, как ты должен оперировать всеми этими артефактами. Потом история небольшая о вот этих вот, как же это называется, средние земли, вот эти, там где Греция, Италия. Мы только там оперируем в основном. Ну и типа смысл археологии тоже рассказываем. Ира, куда мы пришли? Центр молекулярной биологии. Это он кричит от того, что он не сдал экзамены. А что находится на main campus? Большинство классов там находится. Ну, знаете, я там не учусь. Понятно. Ну, у меня там только фикция проходит, fiction writing. Что такое fiction райдер? Писательство. Я знала это. О, смотрите. Человек, который учится. Я уже сняла. Это математически, если не ошибаюсь. Почему так много людей? Смотрите, сколько людей. Там целая толпа. Может, они сражаются против друг друга? Сейчас смотри, эта толпа соединится с этой, и они будут биться. Да. Смотрите, они не нападают на нас. Не отбивайся. Люди, куда вы идете? Мамочка. Ира, объясни, что это такое? Да, объясняй нам. Это протест. Это, короче, лужайка, где происходит всякая фигня. Тут постоянно выставляют какие-то протесты. Это место, где происходит все, что может только происходить. Тут раньше показывали футбол, тут поставили огромную палатку, и тут показывали футбол, когда наша команда выступала в другом штате. Еще здесь происходят разные... Тут карнавал был, я помню. Когда мы только пришли первокурсников, тут как бы была такая типа церемония посвящения. Вот, тут еще была worship night. Да, вот именно здесь была она. Ну, я тут сидела под деревом и слушала их. Вот. Ну, сейчас тут телевидение приехало, если я не ошибаюсь. И они... Мы должны были сниматься завтра, но мы не будем, к счастью. Очень спасибо. Так, позадаем несколько вопросов Ире. Ира, какой у тебя мейджор?
Мой мейджор это Music Composition. Вот. У меня еще есть, будут, точнее, несколько майнеров, потому что мне хочется. Вот. Но в основном Music Composition. Ира, почему ты выбрала Vanderbilt University? Потому что я, как слышала, ты поступила в несколько университетов сразу. Почему все любят задавать этот вопрос? Во-первых, потому что мне понравились профессора здесь. Ну, я с ними пообщалась, мне понравилось. Во-вторых, потому что это престижный университет. И они мне дали хорошую финансовую помощь. Они мне все покрыли. Можешь поподробнее рассказать о покрытии твоей учебы? Окей, что ж, обычно, если ты поступаешь в такой какой-нибудь престижный университет, то если у тебя есть финансовая нужда, то, скорее всего, этот университет покроет тебе ее. Опять же, это нужно, чтобы ты поступал в какой-то очень престижный университет, и у которого политика хорошая. У этого очень хорошая политика по финансовой помощи. Это дормы, тут проживают ученики. Ира, можешь побольше рассказать про финансовую помощь от университета? Финансовая помощь выделяется практически всем ученикам. Все зависит от того, сколько получает твоя семья денег. Вот. И если у тебя есть финансовая нужда, то, скорее всего, этот университет, если ты поступил, поступить сюда сложно. То есть всего, по-моему, или 4 или 5% поступающих. И если ты поступил, то тебе помогут, скорее всего. И тебе помогли? Да, мне помогли. Но из всех тех, с кем я разговаривала, большинство получают финансовую помощь просто в зависимости от того, сколько их семья зарабатывает. Если они способны покрыть хоть чуть-чуть, то они покрывают это. Окей, а что покрыла эта финансовая помощь конкретно тебе? Все покрыло. Получается, единственное, что мне не покрыло, это, получается, какие-то затраты вне университета, то есть книжки там такое. Опять же, они мне по какой-то причине прислали эти деньги потом. Типа на эти книжки. Так что я не знаю, от чего это зависит. Вот. Сними эту башню. Ты сказала, здесь живут люди тоже? До 6-го этажа, по-моему. Дальше уже не разрешается жить. Клубные здания. Видишь на них буквы? ПВФ? А что он на русском? Это латинский. Ира, я знаю, как русские буквы выглядят, окей? Это русские буквы. Ира, куда мы пришли? MRH. Здесь проходят мои тренировки по флажкам. Color Guard, короче. А ты не рассказывала про него, расскажи. Ага, я участвую в Marching Band. Мы выступаем на футбольных играх. Сзади стадион. Ага, вот. Мы готовимся к футбольной игре завтрашней. Сегодня у нас репетиция. Алена пришла посмотреть. Ага. И завтра я вам поснимаю, так что вы увидите, что это такое. В этом здании, вот это, видите, темная дверь? Ира сейчас туда зайдет, и у нее там будет репетиция. Не тут, выйдем. Ира сейчас будет переодеваться, чтобы пойти на тренировку. Вот на таком стадионе у них проходит репетиция. Сейчас я увижу и покажу, где Ира. Я еще не нашла Иру. О, вон она. В белом халате, как будто доктор. Это у них сейчас репетиция такая проходит. Здравствуйте, Ирина. Можете, пожалуйста, провести нам экскурсию по своей комнате 2 на 2? Ладно, у меня сингл. Это типа считается круто. Вот. Окей. Вы тут видите флаг. Я с ним не тренируюсь. Он просто тут стоит, потому что у меня нет времени. Ага. Это вешалки. Это моя складная штучка с шейна, если не ошибаюсь. Вот. Это фано, которое я закупила за свои баблосики. Да. Вот. Это тумбочка раз. Не буду открывать, потому что... Она здесь уже была. Да. Куча моего барахла. О, боже. Кровать. Да. Которая здесь уже была.
Понятное дело, нужно было. Потом тут куча всякого барахла. Никогда не покупайте на Шейне веник с совком. Этот совок с веником держится на... Я не знаю, на чем он держится, если честно. Окей. Я каждый раз, когда подметаю, эти все палки разлетаются в сторону. Окей. Вот, у меня есть 2 мусорных ведра. Я не знаю, зачем, я столько не мусорю. Первое, второе. Можно не заглядывать в них, чтобы не видеть мусор. Окей. Очень хорошо. Ладно. Дальше что у нас есть? У меня тут есть крючки для сумок. Ага, сумки. У меня есть чайник, Аленый мусор. Она привезла кучу всякой ерунды зачем-то. Вот. У меня тут есть такие чудесные штуки, которые я сама handmade. Все сделано by myself. Окей. Да. Это была чудесная идея of mine. Да-да. Ага. Тут куча всякой фигни на столе. Тоже Алена ерунда. Я Понятно, считаю, да. что она загрязняет мне комнату. Алена только приехала. Да, она успела загрязнить. У меня тут было все идеально чисто. Ага. Да-да, это всё. И у меня есть шкаф. Он Мгм. большой. Типа, в некоторых вместо этого есть туалет. Да, кстати, в соседнем доме у моего друга, у них в комнате на первом этаже и бейсмент этаже, у них у всех в комнате есть ванная комната. То есть у них есть свой душ и свой туалет. У каждой комнате. У нас общая. Мгм. Ну, тоже неплохо, если честно. Только я не выходила отсюда никуда. Мой шкаф. Шкаф здесь уже был или ты как-то его сюда монтировала? Прорыла, как крот. Знаешь, так зубами так. Ну и все. Звуконепроницаемость. Я, кстати, никогда не слышала девочек в соседней комнате. Такое ощущение, как будто них там не существует. Хотя я знаю, что они там есть. Мгм. Поэтому я думаю, или тут хорошая стенка, или я не знаю, в чем проблема. А там дальше идет лестница, поэтому я никого не слышу. Ира, покажите, как выглядит туалет у вас. Это раковина. Ага. У нас тут есть мыло, что в Украине у меня не было такого, да. Это новый уровень, апгрейд. Мы можем мыть руки постоянно. Но Окей. тут нет полотенец. Это, конечно, Для рук? да. Тут есть вот это... Вон суши- на окне лежат. Нет, тут не то. Тут какие-то пакетики странные. Окей. Тут есть туалет. 3 напильники. Дырочка, чтобы типа ты мог видеть, кто там сидит. Это обязательно. Проверка. Потом тут есть душевые кабинки. Кстати, эта душевая отличается от той, которая там дальше. Они реально отличаются. Мы можем туда сходить тоже, если хочешь. Окей, покажешь. Вот. Ну, вообще, если честно, я люблю эти кабинки больше, чем тут, потому что та фигня... Покажи напор. Там, короче, например, я не буду открывать. Слушай, я сейчас буду мокрая. Ну ладно, Это пошли. специально. Нет, не о чем ты вообще? А, еще сушилка для рук. Ира, где ты берешь воду питьевую? Ага. Водичка. Ну и наливаешь себе. Ага. И какая она хорошая? Обычная. Обычная вода. Какой вкусный. Наш ужин. Ага. Блин, такой вкусный соевый соус, я не могу. Хай, guys, сегодня матч у футбольной команды. Ира будет, махать палкой. Сегодня у меня такой немножко костюм. Смотрите, какая здесь толпа, просто нереально. Я не знаю, чего они все ждут, конечно, здесь. Но я пытаюсь найти Иру, потому что она сказала, чтобы я ее нашла. Только не поняла, где мне ее искать. Это, я так поняла, все жители Нэшвилла собрались, потому что Ира говорила, что на такие мероприятия собираются все жители Нэшвилла. Тут жарко, 20 градусов, но при этом холодный ветер.
началась игра. Вокруг стадиона проходят вот такие вот разные мероприятия. Например, это от фирмы Pepsi. Какие здесь есть приколы? Первый, например, ты можешь сфоткаться в стиле Pepsi каком-то. Здесь вы можете напиток взять или еду. Здесь вы можете кинуть мяч и получить приз. Кепки и так далее. Я подумала попробовать тоже сделать фотку. Не знаю, получится, нет? Но это будет весело. Number 9, a Razor, Keanu Koo. The national anthem is being made accessible by Heather Olmsted, with bridges for the deaf and hard of hearing, and being performed by recording artist Rockland Road. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. It's time to anchor down! Angel Lasso.